Как назывались первые колоды Таро? Их родина Италия или Франция? Кто были их владельцами и авторами? И какая колода Таро самая древняя? Давайте разбираться, и не забудьте подписаться и поставить лайк. Наша история начинается в Римени, на севере Италии в середине 15 века. Именно здесь в бумагах флорентийского нотариуса обнаружено самое старое достоверное упоминание Таро. Благодаря дотошности средневекового юриста мы знаем, что в 1440 году сразу две колоды ручной работы были преподнесены кондотьеру Сиджизмондо Пандольфо Малатеста. Впрочем, эту колоду карт тогда никто не называл Таро, а называли Трионфе. Кондотьер, говоря современным языком, это владелец ЧВК, то есть частной военной компании. Он набирал наемников и зарабатывал на ведении войн. Именно этим и промышлял наш Сиджизмондо. С таким сомнительным бизнесом неудивительно, что он заинтересовался гадальными картами. Хотя он и был правителем Римени, но постоянно ввязывался в войны под разными знаменами и далеко не всегда успешно. Так, в 1437 году он командовал венецианским войском и был на голову разбит другим кондотьером Никколо Пиччинино. Его личная жизнь была еще более запутанной. Первая его жена, его собственная племянница, которую он позже по слухам отравил. Вторую его жену утопили его слуги. И только третья жена Эзота Делье Ати не просто добилась замужества с ним, будучи одной из его любовниц, но и смогла монетизировать это, управляя Римени, когда ему самому это запретил римский папа. Вот, кстати, ее профиль на монете того времени. Либо Сиджизмондо так и не научился понимать, что карты говорят, либо знание будущего ему совсем не помогало, но в конце концов его даже отлучили от церкви. Любитель узнать, что было, что будет, чем сердце успокоится, так сильно достал Святой Престол, что римский папа Пий II написал про него: в жестокости он превзошел всех варваров. Он теснил бедных, отнимал имущество у богатых, не щадил ни сирот, ни вдов, словом, никто во время его правления не был уверен в своей безопасности. Но вернемся к Таро. Есть и другая версия их происхождения, на этот раз французская. Сохранился договор между королем Карлом VI Валуа и художником Жакмином Гринганье на создание аж 3 колод карт. И произошло это практически на полвека раньше, в 1392 году. Заказчик был еще более колоритный персонаж. В историю он вошел как Карл Безумный, хотя сам себя он требовал величать не иначе как Карл Возлюбленный. Первая вспышка безумия случилась с ним 5 августа 1392 года в лесу под Леманом, когда он внезапно напал на своих собственных рыцарей, нескольких убил и даже гнался за своим собственным братом. Обратите внимание, что это тот же 1392 год. Интересно, король сделал заказ карт после происшествия, или происшествие стало результатом гадания, так как нападал король на своих подданных с криком «Вперед, вперед на предателей!». После этого вспышки безумия продолжались все его правление. Он поджигал людей на балах, которые сам же устраивал. Заявлял, что его зовут Жорж, и на его гербе лев, пронзенный шпагой, что совсем не походило на реальный герб Валуа. Справиться с его вспышками безумия могла только дочь королевского конюшева, то есть управляющего всеми лошадьми и конюшнями короля, у которой от монарха родилась дочь. Некоторые позже считали, что Жанна д'Арк и есть та самая дочь. Но вернемся к картам. К сожалению, хранящаяся в Париже колода Карла VI на самом деле оказалась колодой 15 века, опять же с севера Италии, то ли из Венеции, то ли из Болоньи. А реально заказанные Карлом VI карты могли быть вообще игральными. Даже карты Таро в то время использовались для игры вроде бриджа. Более того, именно во Франции игра Жо де Таро сохранилась до наших дней. Первой сохранившейся до наших дней колодой является Таро Висконти Сфорца. Впрочем, их тоже не называли Таро, а называли Тароки.
и она создана в Италии. Случилось все в Милане примерно в 1450 году. По одной из версий это был подарок герцога Милана Филиппо Марии Висконти своему зятю Франческо Сфорца на десятилетие свадьбы с его дочерью. Сам брак был вынужденный, чтобы работавший на Висконти кондотьером Сфорца не перешел на более высокооплачиваемую сторону в войне. Если бы он все же сделал это, то не исключено, что его ждала казнь, изображенная на карте повешенной, так как подвешивание за одну ногу – типичная казнь предателя в средневековой Италии. Автором этих колод карт был итальянский живописец Бониваччо Бембо. Он же потом часто рисовал портреты всей семьи Сфорца. Вот на этом портрете, например, Франческо настоял, чтобы его нарисовали в его старой походной шапке, приносившей ему удачу на поле боя. Так что, похоже, он не был чужд суевериям. Может, и гадание освоил. В любом случае он оказался настолько удачлив, что после смерти Висконти впервые в истории Сенат Милана передал титул герцога Сфорца, хотя тот и не имел на это права по крови. Что же касается подаренной колоды, то есть версия, что на этой карте силы изображен Франческо Сфорца собственной персоной. В любом случае его влияние в то время было настолько сильным, что возведенный им замок в Милане даже был скопирован вплоть до мельчайших деталей: зубцы на стенах в форме ласточкиного хвоста и высота главной башни в 71 метр в московском Кремле. Итак, точно сказать мы можем одно. Самые первые колоды Таро, о которых мы знаем достоверно, созданы в Северной Италии. Эти карты изготавливались из прессованного картона, а роспись походила по технологии на иконопись. Сначала на картон наносили специальный грунт из мела с животным или рыбьим жиром и льняным маслом, потом слой сусального золота или серебра, и дальше все расписывалось красками из сухих порошкообразных пигментов. Продолжение истории Таро в следующих видео. Обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить.